Сегодня мы уезжаем, собираем все вещи. Очень жалко, конечно, покидать нашу уютную норку в Хайфе. Перед отъездом надо не только собраться, но и помыться. Помыть, в том числе и лапы задние, что сделать не так уж и просто. Решили сесть на дорожку, уже уезжаем. Едем мы, ребят, в город Ашдод. На самом деле, это прям целая история, мы ее потом расскажем, как мы туда решили попасть. И было много всяких хитросплетений судьбы. Очень понравилась нам эта квартира. Это пока что лучшее, что мы видели в Израиле. Главная фишка этого дома — это вот эта кровать. Я там спал все это время, штукенцы вот тут спит, а я сверху. Игроглаз, А почему вы со штукенцией спите отдельно? Ну, как-то моя сестра все-таки штукенция. Как я могу спать вместе со своей сестрой? Вы с ума сошли? Какое все тяжелое. Штукенция, я говорил, вот кружки, давай не будем брать с собой эти кружки, блин, нам их по всему Израилю таскать. Тут такие стоим с кучей вещей. К нам подходит женщина, говорит, вы случайно не беженцы, вам есть где переночевать? Вот, очень приятно, то, что люди, да, подходят, там, интересуются. Но мы говорим, нет, все хорошо, спасибо вам большое. Как обычно, мы как улитки едем куда-то. Да, вещей, конечно, у нас много, но такая радость снова выдвигаться в путь и предвкушение новых приключений. Интересно, что нам приготовил Ашдод? Я посмотрел оптимальный маршрут в приложении Movit. Оказалось, что дешевле всего поехать на поезде. На станции я спросил номер платформы. Наш поезд через пару минут, бежим. Смотрите, на станции даже пианино есть. Просто прикладываем транспортную карточку Равкав и заходим на платформу. В зависимости от того, сколько станций поедешь, столько на выходе у тебя и снимается денег. Все очень удобно. Находимся на станции Хайфа, Бат-Галим. Тут цветочки такие. Красиво так. Вообще, эта станция электрички очень напоминает любую европейскую станцию электрички, как бы обычную. Ну, только тут вот цветочки лежали, да, цветочков я еще не видел никогда, таких симпатичных. Чисто, аккуратно, хорошо. На самом деле, я посмотрел, немножко совсем дороже поехать на электричке, но зато что-то едет, кстати. Зато плюс в том, что вы в пробках не стоите. Мы ехали в прошлый раз часа в 4, а может в 5. Самое приятное всегда в поездке — это что-нибудь погрызть. Собственно, тут вот можно что-то раздобыть. Стоит оно, терпимых денег в целом, учитывая, что это все-таки электричка тут стоит. Ну, то есть вот 6 угликов стоит сникерс. Есть страх перед чем-то неизведанным. И вот мы привыкли, мы начали месяц назад ездить на автобусах только. И все время ездили на автобусах. И это очень сложно было сейчас начать ездить на поездах, потому что кажется, что вот там как-то сложно, все непонятно. На самом деле на поезде ездить проще в 1000 раз, потому что тут как бы все дублируется на английском, тут есть циферки, вам все там объяснит человек на стойке регистрации, перед входом. Чуть-чуть подороже, но зато на самом деле проще и быстрее, потому что на автобусе вы всегда встанете в пробку. Причем все вот эти приложения, они показывают, типа, чувак, ты поедешь за 2 часа куда-нибудь доедешь. На самом деле ты поедешь там 6 часов. Да, на самом деле ты в итоге поедешь 4 там, или 6 часов. То есть можно попасть в такую пробку. В поезде очень много народу. Все места для багажа заняты. Кое-как разместил наши тюки в тамбуре. Надеюсь, что они не выпадут на остановке. Фуф, уселись с комфортом, едем до Тель-Авива, там пересадка на автобус уже до Ашдода. В общем, мы очень клево. Это просто даже не написано в Google картах маршрут, который мы построили. Даже в Мувине не написан этот маршрут. Можно просто взять и пересесть с одного поезда на другой. Все Мувины, Google карты, все эти компьютерные программы предлагали нам сейчас выйти и сесть на автобус. Пересаживаемся с одного поезда на другой, если ты при этом не выходишь со станции, это, как бы нормально. Ты ничего не теряешь. Мы на платформе 3 и 3/4. Как в Гарри Поттере. Едем на двухэтажном поезде. Здесь уже практически никого нет. Удобно разложились, достаем еду. Нет, не вареные яйца с курочкой, а бесплатные ништяки с рынка. Качан капусты и пакет маленьких перчиков. Хоть бы они оказались не острыми.
Кенция лопает капустку, а я перчики. Поставил телефон на зарядку в поезде, чтобы хватило батарейки и дальше снимать видео. Вообще как так получилось, то что мы на поезде поехали. Изначально мы планировали поехать на автобусе, но этот автобус отменили, и следующий был через 1,5 часа, и поэтому я подумал, нет. Там еще на нем по пробкам 4 часа ехать, и решил, ладно, попробуем на поезде. И мы не прогадали. Это, видимо, где мы сейчас едем, в каком вагоне, наверное. Вот наш вагон. Вот всякие датчики, кнопочки. И поросята тут тоже. А в этом поезде даже есть туалет. О, даже лифт есть. Приехали мы в Аждот, а тут по карте скоро начинается дождь. Он прям вот ливень будет сейчас. И мы думаем, что делать, мы не успеваем доехать до жилья, нам нужно не попасть под дождь, поэтому решили в Макфачную пойти. Тут рядом Макдональдс как раз. Выходим. Аждот встретил нас пасмурным небом и моросящим дождиком, поэтому мы хотим найти приют в Макдональдсе. Это второй этаж. Посмотрите, это выглядит как улица, но по факту это второй этаж торгового центра. Небо открытое, с него дождь льет, а мы идем в Макфачную. Делаю заказ в Макдональдсе. Здесь выбираем отдельные блюда. Ну, я сначала перешла на русский язык, и вот отдельные блюда. И я выбрала в гамбургерах, кебабах Биг Мак. Причем фишка в том, что когда ты выбираешь Биг Мак, то можно его настроить под себя. Стандартно он идет кошерный, то есть без сыра. Но если внутрь зайти, и он вам, допустим, вам добавился, вы можете нажать «Изменить», вот здесь вот кнопочку «Изменить», нажимаете «Изменить» и дополнительные ингредиенты. И вот здесь можно увидеть сыр, нажать плюсик, и будет написано со сыром. Если один сыр, то это такая же цена. Если вы хотите, допустим, дополнительный сыр, добавить еще плюсик, это будет еще плюс 1 шекель. То есть будет, например, не 17, а уже 18 шекелей. Вот. Но я просто уже сделала, поэтому я этот удалю. Отмену, окей. И в итоге, вот, допустим, у меня есть 2 Биг Мака, я хочу удалить лишнее, удалить, окей. Вот, итого, все готово, нажимаем «Готово», и заказ готов. Ничего больше мне не нужно. 36 шекелей, 2 Биг Мака с дополнительными 2 сырами. И просто переходим к оплате, и можно оплатить там карточкой. С сыром. Правильный бургер. О. Ребят, благодаря вашим донатам у нас теперь 2 бургера, а не 1, как в прошлый раз. Спасибо. Это самый вкусный Биг Мак, который я ел в жизни. Потому что тут мясо в Израиле намного лучше, чем у нас. И с сыром стало вообще совершенно волшебно. Подкрепившись, мы вышли на большую автобусную станцию, у которой очень необычные черные круги сверху, как будто бы инопланетяне прилетели. И здесь, на самом деле, довольно сложно разобраться. Вот такие есть терминалы. Допустим, мне нужен автобус 4. Вот что из этого номер 4? Я думала, то ли этот номер 4, то ли вот здесь номер 4, то ли здесь. Еще сверху есть какие-то номера, вот здесь есть номера. И вот здесь есть номера. Но судя по вот этим ярким штукам, наверное, вот это номер автобуса. Поэтому, наверное, здесь надо стоять. Короче, не совсем очевидная остановка, но прикольная. Прям дизайн мне дико сильно понравился. Вообще, пока что впечатление о городе Аждот. Такое ощущение, что это очень технологичный город, и очень какой-то современный и прикольный. Я еще увидела здесь классную штуку для зарядки ваших телефонов. Тоже такой дизайн я не встречала еще ни разу. Висит множество вот таких вот зарядочек и место, куда можно положить, допустим, телефон или что вы там заряжаете. Главное не забыть после того, как оно зарядится. А эта штука, кстати, тач, да, работает, если нажать. Работает. Это оказался огромный большой тач-экран.
на котором можно понять маршрут. И есть английский язык, и иврит, и арабский. Русского нет. А вон сверху камера. Прикольно, привет. Интересно, как пополнить Равкаф? Мы, кстати, в самом начале еще положили деньги, но у нас уже заканчиваются, поэтому нам скоро придется их пополнять. Вообще, я всегда думал, что путешествие не для меня. Я такой, знаете, дома сидел за компьютером, такой, знаете, компьютерный книжный червь. Я тоже люблю почитать. Но сейчас вот мы ездим туда-сюда с этим барсуком. И очень нравится. То есть такой прикольный. Еще бы поменьше вещей, налегке путешествовать гораздо приятнее. То есть мне и сейчас нравится. Но если у вас за спиной один рюкзак и маленькая какая-нибудь еще сумочка, то это вообще просто изумительно приятно. Вообще пустой автобус, никого нет. Посмотрим, как Ашдод нас встретит. Даже не знаю, что ожидать от Ашдода. Погода, конечно, такая сумрачная, немножко грустная, но город вроде бы симпатичный, такой приветливый, не грязный, не шумный. Что-то тут строится, дома довольно-таки симпатичные. В общем, как-то все позитивно. Такие аккуратненькие кустики красивые везде. В общем, напоминает даже чем-то Ришен, но более просторный. То есть тут такие широкие улицы, совершенно нет пробок. В общем, приятное первое впечатление. Прикол, что мы будем жить вот в одном где-то вот тут, вот в одном из каких-то домиков вот этих вот. Очень близко к морю. Я так близко к морю никогда не жил. Туркенция тоже. Мы так близко к морю никогда не жили. Но вот эта квартира, она была самой дешевой из всех, которые мы могли найти. Нам просто повезло, на самом деле, она внезапно появилась. Видимо, кто-то отменил бронирование. 140 в сутки шекелей. Вот где мы живем. Мы живем в такой маленькой комнатке. Вот в одном из этих домов снизу там комнатка. Господи, какая она милая. Просто офигеть. Вот такая комнатка, в которой все есть. Есть и холодильник, и микроволновка, и умывальник, и, конечно, душ есть. Вот, можно спокойно там и мыться, и в туалет сходить. Она такая она маленькая, но такая приятная, такая она милая, господи. А за счет зеркала кажется, что она больше. Ну, зеркало вообще шикарное. Всю жизнь мечтал такое зеркало. Вот у нас когда-нибудь будут тоже зеркальные стены. Ну, не все, а вот одну-две стены это хорошо сделать зеркало. Просто офигеть. Ну что, это лучшее, что мы видели в Airbnb вообще, я думаю, да? Да, дизайн, конечно, the best. То есть вот она стоит, ну вот она стоит даже меньше, слушай, она стоит 120 у нас. Так, давай сразу тапки, а то мы сейчас наследим тут. Да, давай. А давай снаружи покажу пока. Ты пока достань тапки. У нас ключ отдельный, все свое как бы. Выходишь, а тут сразу тебя встречают. Коты. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, какая хорошая у нас морда. Я в жизни таких морд не видел. Привет. Ух, какой красивый. Кто такой? Мяу. 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 Ух, какой хороший. Такой интересный у нас окрас. Вот. Так что вот тут мы живем. Я не ожидал, что это тут будет. Вот, кстати, еще один кот. Познакомимся. Привет. Подходить близко не будем, чтобы не испугать. И вот там, собственно, выйдешь, и будет море справа. А тут у нас такой вот, кстати, тоже рядом с нами вот вышел, и лужайки такие офигенные. Будем тут гулять, наворачивать круги. Ашдод мне понравился больше всего. Вот именно для жизни, спокойная, тихая атмосфера. Этот город, он больше какой-то, он более спокойный, более тихий, более похож на какой-то вот, ну, совсем такой спальненький. Но при этом интересный. Тут как бы не скучно, много всего, но это вот первое впечатление. Тут не пахнет вообще, что хорошо. Вот. Это наша маленькая нора. Норка. Это же двор есть. Двор, да. Офигеть, выходишь сразу на улицу. Ну что, я сейчас хочу помыться. Да. Первым делом. То есть ухоженный, красивый город, спокойный, небольшой. Ну, довольно-таки все-таки большой, но все-таки небольшой. Офигенно было в Хайфе. Да, в Хайфе. Она самая красивая из всех, безусловно. Да. В Хайфе там есть такие места не очень, и она не такая уютная. То есть вот этот город, он уютный. Я бы сказал так, Ришен, он комфортный. Хайфа красивая. Ашдод уютный. Акко
я бы сказал, такой туристический. Ну, тут, конечно, всякие, то, что тут, если что-нибудь там падает, какая-нибудь ракета, то бежать надо, в общем, там мало времени, типа секунд 30, я не знаю сколько. Крайне, это как вот кирпич на голову упадет, это крайне маленькая вероятность. Да, так что будем надеяться, что пока что мне тут больше всего понравилось. Надо посмотреть, тут сколько стоит именно долгосрочка. Здесь столько всякой красивой посуды, Да. полностью вся косметика есть. Ну, уж в Израиле точно. То есть, окей, наверное, в Красной Поляне мы там однажды остановились в квартире, которая прям была большая квартира и тоже очень дешевая. Я имею в виду именно соотношение цены и качества. То есть, ну, за 120 шекелей в день, извините, в Израиле, это смешно, что-то найти такое. Ну, тут, конечно, она, конечно, была тоже прикольная. Там даже было побольше места. Но все-таки там была проблема со столом, он был низкий очень. Вот, все было такое, в общем. Тут огромное количество есть всяких приправ, кофе, огромное количество всякого мыла. То есть миллион всего есть, пожалуйста. Что называется, учитесь Да. сдавать. Этим хорошо всем квартиру. можно пользоваться. Надо нам тут жить, сказал я. Ну, в общем, я это говорю в каждом городе. Но... Ну что, мы идем на нашу первую вечернюю прогулку. Нужно купить молочка на завтра и хлопьев. Тут много, огромное количество всяких супермаркетов. Мы вот живем, собственно, можно сказать, на первом этаже вот этого гигантского дома. В таком полуподвальном помещении. Но на самом деле оно офигенное. Ну, вы видели. Вот, а там, собственно, море. То есть так близко к морю я в жизни никогда не жил. Сейчас пойдем посмотрим на него. Сейчас, конечно, темновато, но все равно прогуляться. Смотрите, штукенция говорит, вот тут лежит. Ну, кстати, и правда шикарное блюдо. Кто-то вот выставил. Если бы я тут рядом жила, я бы его себе взяла. Это Израиль. Тут как бы очень все хорошо живут. Очень высокий уровень жизни. Люди не жалеют, выставляют свои вещи другим людям, дарят. Это приятно, молодцы. Вот. И вот эту вот улицу, собственно, вот за там море дальше. Ну, а мы сейчас идем направо, потому что мы хотим пойти в магазин. Вот там парк, то есть вот вдоль этого парка мы, наверное, вот налево сейчас пойдем и попробуем дойти до моря по парку. Это удивительно, я думаю, не так много в мире стран, в которых вот ты путешествуешь, и чем дальше, тем больше тебе нравится. Каждое новое место тебе нравится больше, чем предыдущее даже. Это удивительно. И вот мы, например, были когда в Нидерландах, вы знаете, все наоборот. В Нидерландах мы приехали в наш город, в Вагенинген, нам безумно понравилось. Ну, например, соседний город Еда или Ардем нам, в общем, не очень зашли. Амстердам тоже нам как-то не очень. Вот, хотя тоже красивый город, мы там тоже месяц прожили в свое время, но, в общем, мы не фанаты. Вот, большинство голландских городов нам не зашло. Нам зашел тот город, куда мы приехали, вот нам он больше всего понравился. Он такой маленький и уютный, на самом деле похож на Ашдод. Номер 1 в моем рейтинге городов. Ну, конечно, не всем такое нравится, потому что вот это именно такой очень город, наверное, там многим нравится там ночная жизнь какая-нибудь, там клубы, всякие такие молодежные штуки. Что-то тут тоже есть, но на первый взгляд... Еще один пенсионерский город. Да, еще один пенсионерский город. Слушайте, это леса, что ли? Офигеть. То есть просто мы увидели, мы тут гуляем по парку, и тут какая-то леса. Это леса. Леса, смотрите, она кого-то поймал. Просто по парку. Вот пойдем сейчас по парку и увидели лесу. Я офигела. Ну-ка покажи, обратно сделай. То есть, ребят, это вот мы живем. Это в 100 метрах от нашего дома лисы бегают. Офигеть, я в жизни никогда не видел лису. Первый раз в жизни увидел лису. Это первая лиса в моей жизни. Господи, офигеть. И она тебе встретилась в Израиле. Да. Как же замечательно дойти пешком из дома до моря всего лишь за пару минут. Вокруг все зелено, свежо, как будто попал в ботанический сад. И все еще и подсвечено. Чистенько, уютненько. Улицы широкие, машин вообще практически нет. А вот мы и на пляже. Хочется прямо остаться тут ночевать. Ну, пока что, конечно, мы в восторге от этого города. Очень он красивый. Единственное, что... Конечно, тут вот прилетает что-то иногда. Вот. В этом есть плюсы, потому что как бы поэтому это не самое популярное место. И тут, наверное, поменьше людей, чем в том же Ришоне. То есть нам как раз нравится, когда людей не так много вокруг, чтобы было так уютно. Соответственно, грубо говоря, вот как бы ты берешь риски определенные.
Но зато вокруг так приятно, все хорошо. Не знаю. Конечно, это все то, что нужно на своей шкуре, так сказать, испытать. Вот эти все сирены и все такое, но... Это как бы цена, которую ты платишь, когда ты живешь в таком месте. С одной стороны, тут офигенно, а с другой стороны, вот может что-то такое произойти. Заходим мы в супермаркет. И вот тут уже сразу много всяких распродаж, кстати говоря. Бананы по 6. Нормальные, кстати, вполне. Можно найти желтенькие. Например, цены. На черный виноград у нас 14, на белый 29. То есть вот можно за 14, в принципе, можно взять, хотя мы покупали в 2 раза дешевле виноград. Да, в Хайфе мы такой за 6 берем. Тут он 29, но это, в общем, просто плохая цена, надо просто другую искать. Я это перевел, при покупке от 100 шекелей капуста 80 огород, а так она стоит 4,9. В общем, решили мы просто взять бананов и сейчас их съесть. И пойдем в следующий магазин искать хлопья, которые я ем. Ну, вообще тут офигенно пока что. Вот этот город возглавляет наш рейтинг израильский. Ну, вот мы сейчас красиво тут в темноте все светится. Я говорю, ну, кстати, в основном всякие вот эти ракеты, они летают ведь по ночам. Вот, поэтому если что-то будет прилетать, говорю, сразу просто ложись на землю, говорю, штукенцы. Ну, что это вот реальность, да. Нужно про это помнить. Это крайне маловероятно и редко такие вещи происходят, но как бы либо беги куда-нибудь, если успеваешь, а если не успеваешь, то просто ложись, голову там накрой и все. Как-то так. Ну, на всякий случай уже, как сказать, готовимся морально. Идем по Жаботинскому, между прочим, в наш магазин. Идти туда полчаса. Но нас это не пугает, нам нужно же каждый день пройтись, часок минимум, а лучше больше. Туда-сюда пройтись, потом Пошли. через дорогу переходим. А потом посидим в нашем парке, поучим иврит. Отлично просто, прям жду. Ну вот мы идем. И вон там вот море и порт. Тут что-то строят, видимо, за забором. Важный момент. Мы видели людей в шляпах. Но их не слишком много. Это значит, это правильное место вот для нас. Стали мы на таком перекресточке. В общем, пойдем сейчас зайдем тут в торговый центр. Там еще один магазин. Может, там есть хлопья, потому что на самом деле, когда приезжаешь в новое место, то расстояние, оно больше кажется, чем когда ты уже давно живешь. Поэтому, может быть, пойдем куда-нибудь поближе. Ну, посмотрим сейчас. Вот такие тут домики. Довольно-таки приятные. Вот тут торговые центры, огромное количество. Сейчас мы пойдем их как раз смотреть. Вот идем и обсуждаем, рассуждаем. И я говорю, Штукенц, ну вот ты боишься ракет? Он говорит, я боюсь людей на улице. Я говорю, тоже вот, действительно, как бы людей сильнее гораздо боишься, чем ракет. Может быть, потому что мы их пока что не видели как-то вот так вот, но в целом от ракет можно спрятаться, а от людей, если они уже как бы... Куда ты спрячешься? Вот мы вышли к одному из торговых центров. Тут много всего продается. Наверное, какой-нибудь, может, супермаркет с едой есть. Сейчас пойдем искать. Новый магазин, какие я не видел. Йохананов Стар Центр называется. Сейчас посмотрим, как там чего. Давайте пойдем посмотрим, что это за магазин. Он огромный какой-то, прям как Ашан. Перчики, кстати, нормально стоят. Вот в Ашараде там дешевле яблоки, чем тут. Как обычно, что-то сильно дешевле, чем в других местах, что-то дороже. Так как супермаркетов много, можно сначала в один зайти, потом в другой, и в итоге в одном что-то подешевле взять одно, потом в другом что-то подешевле другое, и так вот набрать. Вот это я понимаю, цена на мои любимые хлопья. За 14, как в самом дешевом магазине, где мы были еще в Ришине. Сколько стоит завтрак в Израиле? 2 литра молока и 2 пачки хлопьев, 1,5 килограмма хлопьев, ну в каждой по 750 грамм, и 2 литра молока, и это все 40 шекелей. На самом деле, конечно, 2 литра маловато, надо брать 4. То есть вот мы за неделю, за 7 дней съедаем 2 пачки хлопьев на завтрак и 4 литра молока. Такой у нас завтрак на двоих. То есть это все вместе, ну, 50 шекелей. То есть вот завтрак в Израиле 50 шекелей за 10 дней. Ой, за 7 дней. В принципе, не очень дорого. Вполне можно жить.
мы сейчас идем тоже и обсуждаем всякие аспекты, ну, разных городов, и мы подумали, что вот на самом деле, конечно, самый богатый город, пока где мы были, это Ришон. Это определяется очень простым моментом, это сколько вещей лежит на улицах всяких. Электронные, бытовой техники, такая одежда и всего. И Ришоне этого просто навалом. Мебели, просто новая мебель лежит. Вы хотите, чтобы вам помогли как бы в этом плане, то Ришон на первое время Ришон очень сильно в этом плане поможет. Там и за 20 шекелей наборы, и много чего. В общем, и вот это даже фрукты и овощи тоже там бесплатно раз в неделю дают где-то. Тут пока что я вообще ничего не вижу, чтобы что-то выставляли на улицу. На улице. Ну, вот, мы тут прошли вот несколько кварталов. Вообще ничего не было, ничего не выставлено. Но тут, конечно, тоже такие шикарные всякие торговые центры, магазины. То есть видно, что как бы, тут зарплаты, я думаю, как везде высокие очень. Изобилие вот такого прям. Такого мы тут не заметили. Ну, тут такое тихое, приятное место для... Мне пока что вот тут больше всего нравится. И я бы сейчас тут где-нибудь остался просто реально. Еще момент, то что этот город из всех пока самый чистый тоже. Вот из всех, где мы были, он даже чище, чем Ришон. Маленький такой спокойный городок для любителей вот такой спокойной, размеренной жизни. Да, тут, наверное, вот в плане каких-то ночных увеселений такого тут нет. Вот этой вот артерии какой-то, энергии молодежной. Многим такое нравится. Но мы не любим такое. Вот тут тоже можно найти в целом мусорное местечко, да, вот. Просто мы идем тут, и вот дворик такой, да. Причем это не просто какое-нибудь такое место странное, да, а тут вообще как бы город вовсю. То есть везде все чисто-чисто, а потом хоп, и вот такой дворик. Ну, этим страдает весь Израиль. В Ришоне тоже такое, наверное, можно найти, если захотеть. Но мы просто увидели, вот решили вам тоже показать, то есть... Как бы вот эти дворики, их почему-то никто не убирает. Видимо, они вне юрисдикции уборщиков. То есть за них, скорее всего, никто не отвечает. Ну а мы спать.